Хорошо, я думаю, это была хорошая дискуссия, и надеюсь, это заставило вас всех немного задуматься о некоторых моментах, о которых мы собираемся поговорить дальше. Итак, это в основном оценка интерпретации и объяснений моделей. Хорошо, давайте сначала подумаем об этом на очень высоком уровне. Так что всякий раз, когда у нас есть какие-то интерпретации или объяснения моделей, мы хотим оценить две части. Первое — это осмысленность или правильность правильных объяснений или интерпретаций, а второе — правильность интерпретации этих интерпретаций или объяснений, поэтому важно и то, и другое. Так как я думаю, что некоторые из вас подняли вопрос, даю ли я вам объяснение, которое на самом деле не используется моделью очень специфическим образом? Или это неверное описание того, что представляет собой модель на самом деле? На самом деле это очень плохо и вредно, потому что теперь мы говорим людям, что это то, что делает модель. И это не то, что он делает. Это, вероятно, хуже, чем не давать им ничего правильного, а во-вторых, вы можете дать людям что-то. Но они должны быть в состоянии взглянуть на это и понять, что это правильно, если это слишком сложно. Если я дам вам 200 миллионов параметров, это не принесет пользы, даже если это очень точное представление о том, что делает модель. Хорошо. Так что давайте немного поговорим об оценке интерпретируемости, так что это две части оценки. Правильность или осмысленность, а затем правильная оценка интерпретируемости, поэтому когда дело доходит до оценки интерпретируемости. Вот три класса оценки, которые были предложены в одном из предыдущих обзорных работ. Итак, первое — это функционально обоснованная оценка, когда вы используете некоторые виды количественных прокси-метрик, с которыми реальные люди ничего не делают. Но вы используете некоторые прокси-метрики для определения. Интерпретируемость данной интерпретации или объяснения прямо на втором месте — это оценка человеческого фактора, когда есть люди. Но они выполняют более простые задачи, а не те точные задачи, которые выполняются в приложении. И затем есть оценка, основанная на приложении, на что, по сути, вы, ребята, указывали, а именно, просто делайте как можно ближе к нижестоящим задачам правильно, чтобы пользователи выполняли либо точную нижестоящую задачу, либо что-то очень близкое к ней, а затем посмотрите, как много они могут сделать, сэр, это так. Таким образом, все это может помочь в оценке интерпретируемости или, возможно, в более широком смысле полезности этих интерпретаций и объяснений. Поэтому просто приведу несколько примеров каждой из этих функционально обоснованных оценок прокси-метрик. Это может быть что-то вроде количества маршрутов или количества прототипов, просто чем меньше, тем лучше. Таким образом, мы не проводим никаких исследований пользователей. Мы не проводим здесь никаких оценок человеческого субъекта, мы просто говорим, что чем меньше вещей, тем лучше, верно. Так что, кстати, это всего лишь эмпирическое правило. А заземление человека означает, что вы можете придумать здесь от 2 до 3 различных видов задач. Не забывайте, что это в основном упрощенная версия оценки человека, так что либо мы заставляем людей делать выбор. Поэтому я даю вам два объяснения, а затем говорю, какое из них вам легче прочитать правильно. Поэтому мы заставляем людей делать выбор. И через это оцениваем интерпретируемость этих объяснений или интерпретаций. Второй вариант — прямое моделирование или прогнозирование, что означает, что я даю вам входные данные с объяснением, а затем выходные данные, или, извините, входные данные и объяснения, и я прошу вас правильно спрогнозировать выходные данные модели. Поэтому вы должны посмотреть на входные данные и объяснения и сказать: «О, я знаю, что модель, или, по крайней мере, я могу сделать вывод, что модель может предсказать метку для данного экземпляра правильно, а последнее — это контрфактическое моделирование. В таком случае я дам вам точку ввода данных, а затем объяснение, и люди должны быть в состоянии сказать, какие функции необходимо изменить, чтобы прогноз изменился». Конечно, это, вероятно, более очевидно с некоторыми объяснениями, чем с другими, но это еще один вид прокси-задачи, который используется для правильной оценки интерпретируемости. Итак, последнее, конечно, это либо позволить экспертам по предметной области выполнить точную прикладную задачу, либо позволить экспертам по предметной области выполнить более простую версию приложения. Но в любом случае мы тестируем с реальными пользователями, чтобы увидеть, что происходит правильно, хорошо. Так что давайте сначала немного поговорим об оценке изначально интерпретируемых моделей.
Итак, здесь мы просто как бы создаем экземпляр для этой установки. Мы хотим оценить точность полученной модели, потому что эти модели, в конце концов, являются классификаторами, которые являются правильными предикторами при оценке. Изначально интерпретируемые модели, вы хотите увидеть, какова точность результирующей модели. Вы также хотите оценить интерпретируемость результирующих моделей, таких как, например, прототипы. Таким образом, мы получаем их в качестве интерпретаций, мы хотим увидеть, насколько они понятны или даже весят внимание, и последнее в данном случае. И я думаю, что некоторые из вас, вероятно, частично или косвенно ответили на этот вопрос. Так что же в этом случае нам нужно оценивать правильность или осмысленность полученных интерпретаций? Как вы, ребята, думаете, это по своей сути интерпретируемая модель, так как это модель для оценки ее точности с тех пор? Это дает вам прототипы или веса. Вы говорите, насколько они интерпретируемы. Но нужно ли мне оценивать правильность этих прототипов или говорить, что осмысленность этих прототипов — это веса внимания, или это очевидно, поскольку это исходит от... Модель должна быть правильной, или есть некоторые случаи, когда это очевидно, а в некоторых случаях это не так, потому что существует целая гамма интерпретируемых моделей. Да, если они точно соответствуют вашей модели, потому что вы делаете это там, тогда вам нужно действительно купить это правильно, она. Но если вы действительно верите, что это совершенно правильно, так что если вы добавляете слои, возможно, вам захочется проверить результат того, что дают эти слои. Это то, что вы видите. Так о чем же вы думаете в самом начале? В самом начале мы говорили о некоторых списках правил и наборах правил. Что вы думаете по этому поводу? Нужна ли какая-то оценка правильности интерпретации того, что он беременен, вероятно, нормально? Но на самом деле я думаю, что да. Но что вы подразумеваете под корректностью, правильно? Поэтому, когда я говорю корректность, например, если я предоставлю вам прототип, выводимый слоем прототипа в моделях, которые мы рассматриваем в единицах измерения, я должна просто предположить, что я добавила слой. Модель дает мне прототип. По-видимому, она основывает свое предсказание на этом прототипе. И должна ли я просто принять это за чистую монету, или мне нужно проверить это еще немного? Я думаю, вам следует отказаться от этого права. Вы также можете использовать право, Но изменился бы этот ответ, если бы мы говорили, скажем, о списке правил. Может быть, со мной все будет в порядке. Итак, когда вы делаете это, вы имеете в виду что-то глобальное или глобальное? Да, просто нет даже специального объяснения, например, просто список правил — это классификатор. Я не думаю, что для этого всегда требуется собственное разрешение, как вы это делаете. Да, все это есть, да, я думаю, что я думаю. Что касается вашей модели, то все здания, модели и все такое правильно, да, правильно. Так что в каком-то смысле для некоторых из самых начальных моделей, о которых мы говорили, все в порядке, как вы и предполагали. Так что, по сути, 5 правил, которые у вас в руках, и есть модель. Так вот, что используется для классификации. Так что, возможно, в этой ситуации все это понятие оценки правильности интерпретации на самом деле не так актуально или важно. Но в тот момент, когда мы перейдем к чему-то вроде добавления слоев к моделям, вы, возможно, захотите перепроверить, чему учатся эти слои, и узнают ли они вообще что-то полезное или значимое, не так ли? И мы немного поговорим о том, как некоторые из предыдущих работ учили этой конкретной части, но, надеюсь, остальные тоже довольно очевидны, а именно точность всей модели и интерпретируемость этих интерпретаций. Так что да, я думаю, мы уже кое-что обсуждали по этому поводу. Так что, по сути, мой план состоял в том, чтобы рассмотреть некоторые из них, а затем сказать, как мы думаем об оценке точности или интерпретируемости этого. Так что, может быть, мы сможем сделать парочку из них, а затем, я думаю, мы подробно обсудили третий пункт, а именно правильность. Поэтому я думаю, что в данном случае правильность интерпретации на самом деле не является чем-то таким, в чем мы можем сильно сомневаться, потому что, по сути, эта модель, такова она есть. Опять же, независимо от того, причинно-следственная связь это или нет, скорее всего, нет, но мы не вникаем в это правильно. Так что точность этой модели, я думаю, вы можете использовать это, чтобы правильно вычислить метки для ваших тестовых точек, а затем получить показатели
точности этой модели. А точность — это то, что правильно. Так что я предполагаю, что интерпретируемость, как насчет оценки интерпретируемости по этому вопросу, хотелось бы иметь ряд правил и нижестоящих приложений. И некоторые из этих вещей все еще актуальны здесь, например, спрашивать людей. Чтобы делать прогнозы, основанные на этом, все эти подходы кажутся обоснованными для проверки интерпретируемости. Да, это верно. Я думаю, мы можем утверждать нечто подобное для этого, так что, по сути, это немного другая форма классификации. Так вот в чем дело. Итак, одна вещь, которую я хотела вам здесь показать, это, по сути, своего рода сравнительный анализ между правилами, а затем принятие правильного решения. Так что пока они кажутся почти очень похожими моделями или, по крайней мере, в конструкциях, то, что они используют, кажется очень похожим. Они могут повлиять на определенные задачи, которые мы могли бы попросить людей выполнить правильно. Поэтому один из способов подумать об этом — мы можем просто сравнить количество правил и предикатов в этих моделях и сказать, что то, что ниже, лучше правильно. Другое дело, как мы все были, сэр, сказала она. Обсуждаем. Давайте проведем несколько исследований пользователей. Итак, одно из исследований пользователей, которое было проведено в рамках того, что мы здесь сделали, состояло в том, чтобы в основном собрать группу пользователей. И каждый пользователь будет случайным образом отнесен к одной из двух моделей либо правилам, либо наборам решений, и каждому из них ответьте примерно на 12 вопросов или на 10 объективных, а затем на 2 описательных вопроса. Таким образом, предметные вопросы выглядят примерно так. По сути, мы говорим, что есть пациент со следующей медицинской картой, поэтому у нас есть частичная информация об этом пациенте, просто используя эту частичную информацию. Можете ли вы быть абсолютно уверены, что модель скажет, что пациент страдает от рака легких прямо сейчас? Поэтому подобные вопросы являются объективными вопросами, которые мы задавали, поэтому, по сути, дают частичную информацию. И посмотрите, могут ли люди правильно приписать предсказание этой модели в основном тому моменту, о котором мы думаем, и следующий вопрос, описательный, где мы так говорим. Напишите короткий абзац, описывающий характеристики пациентов с астмой, основываясь на этих правилах, предоставленных примерно правильно, чтобы они просто описали на простом английском языке, каковы характеристики пациента с астмой в соответствии с приведенными правилами. Итак, то, что мы наблюдаем, на самом деле является чем-то интересным для этих двух конкретных задач. Так что мы увидели, что такого рода правила на самом деле помогают людям давать ответы на те вопросы, которые мы задаем, гораздо точнее. И гораздо более быстрым способом, как объективные, так и описательные вопросы. Так что в каком-то смысле даже такая мелочь, как наличие неуловимой структуры, которая требует, чтобы вы развернули предыдущие правила, а затем сказали, если это неприменимо. И тогда я прихожу к выводу, что логика — это все относительно уже когнитивное бремя для людей при правильном выполнении определенных задач, как в тех вопросах, которые мы задавали. Это как бы показывает, что даже простые изменения в визуализациях или конструкциях могут оказать большое влияние, когда вы думаете о последующих задачах или интерпретируемости. Хорошо, давайте поговорим об этом прототипе и слоях внимания, я думаю, которые мы уже запустили. Поэтому я думаю, что некоторые из вас думают, что нет никакой гарантии, что эти прототипы и веса внимания будут значимыми. Так что же нам с этим делать правильно? Поэтому в одной из предыдущих работ Джейн и Уоллеса они фактически проверяют, коррелирует ли веса внимания с другими показателями важности объектов, например, градиентами. И они также проверяют, коррелируем ли мы. Если бы мы уделили разное внимание весу, они дали бы разные результаты в разных прогнозах. Поэтому они проводят 2 вида проверок, чтобы определить правильность или осмысленность этих весов внимания, и в обоих случаях ответ оказывается отрицательным. Таким образом, эти веса внимания, полученные слоями внимания модели, не коррелируют с градиентами модели по отношению к входным точкам. И изменение весов внимания на разные значения существенно не меняет прогноз. Итак, в этой статье, по сути, поднято много вопросов по поводу всей этой идеи. Давайте добавим несколько слоев и сделаем модели по своей сути интерпретируемыми. И тогда все будет решено правильно.
Потому что сложность этих моделей такова, что я думаю, что люди просто комбинируют разные вещи, добавляют слой и говорят, что это позаботится обо всем, что, к сожалению, это оказалось неправдой. Хорошо, так что давайте немного поговорим об оценке объяснений пост-хок, правильные в рамках этой категории. Таким образом, вы могли бы подумать о нескольких аспектах, которые могут быть оценены количественно, и о некоторых аспектах, которые должны быть оценены качественно. Это 3 исследования пользователей, так что это, конечно, оценка. Достоверность или правильность пост-специальных объяснений, и мы подробно обсудим это далее. Это оценка стабильности пост-специальных объяснений. То есть, когда вы вносите небольшие входные возмущения, насколько сильно изменяются объяснения, оценивается правая треть. Справедливость объяснений пост-хок означает, что точность объяснений примерно одинакова для групп большинства и меньшинств, верно? Или объяснения для случаев в группе большинства намного точнее, чем. В объяснениях случаев в группе меньшинств, если это так, есть какая-то странная несправедливость или предвзятость, которая проявляется там правильно и, наконец, оценивает интерпретируемость объяснений пост-хок. Так что давайте рассмотрим их по частям. И это на самом деле похоже на всю эту схему всех этих оценок в рамках одного из наших недавних контрольных работ, которые я также немного рассмотрю в конце этой заметки. Хорошо, так что. Оценка достоверности объяснений пост-хок. Опять же, есть разные способы сделать это в зависимости от вида имеющейся у вас информации. Давайте, например, предположим, что у вас есть некоторая достоверная информация, и эта достоверная информация может быть представлена в форме вот основных функций, которые модель использует при составлении такого рода прогнозов. И я точно знаю, что это те функции, которые использует модель. Правильно, если существует такая основополагающая истина, то вы могли бы в основном подумать о нескольких показателях соответствия в топ-кей функций, а также в целом, если вы можете ранжировать функции в некотором порядке важности. Вы можете использовать эту основную истину, чтобы определить, насколько точны ваши различные объяснения. Так что, например, вы можете думать об этом как о соглашении по характеристикам, которое представляет собой долю от числа k лучших функций, выводимых вашим объяснением, сколько из них на самом деле появляется. В топ к признакам основной истины правильно, или вы можете сказать ранговое соглашение, не только эти признаки, которые появляются на верхнем уровне объяснения, должны появляться в основной правде, но и ранговый порядок этих признаков также должен соответствовать основной правде. Тогда я считаю это. Как правильно определить соглашения о ранге, и вы можете сделать их более строгими. Например, соглашение о подписании может заключаться в том, что знак, будь то положительный вклад или отрицательный, даже в пределах 5 лучших функций или топ-кей функций, должен соответствовать соглашению о ранге подписи в основном. Знак должен соответствовать рангу, должен соответствовать чертам лица, должно появиться все, что происходит, тогда это идеальное совпадение. Правильно, вы могли бы подумать о множестве подобных вещей, или вы также могли бы подумать о коэффициентах ранговой корреляции, если вам каким-то образом дан порядок истинности признаков. Если вам дан порядок объяснения признаков, тогда вы можете вычислить коэффициенты ранговой корреляции. Вы могли бы даже вычислить попарное ранговое согласование, которое в основном состоит в том, чтобы взять 2 признака одновременно, а затем посмотреть, сохраняется ли порядок этих 2 признаков между полученным объяснением и правильным объяснением истины. Итак, это все, что вы можете сделать. Если есть какое-то понятие основной истины и какое-то представление о порядке между функциями в этой основной истине, есть ли вопрос? Да, так что это не та же модель, которую мы обсуждали ранее. Что я буду оценивать правильность, или я буду оценивать, насколько хорошее объяснение, или мы тестируем, насколько хороша наша модель. И тогда, по сути, у меня могла бы быть плохая модель, но хорошее объяснение поверх нее. Это объяснение провалило бы эти тесты, потому что сама модель была неправильной. Так что позвольте мне прояснить понятие основной истины. Здесь правильно, поэтому, когда я использую термин «основная истина», я не имею в виду, что это основная истина, связанная с данными. Я имею в виду, что это основная истина, связанная с моделью. Например, если ваша базовая модель — логистическая регрессия, ответ на то, какие основные функции СР. Вот эта модель прямо сейчас, так что берите это.
И это ваша основная правда, так что просто да. Так что эту основную правду не следует путать с основной правдой данных. Это основная правда модели. Если мы знаем основную истину модели, то мы можем применить эти показатели. Мы не собирались выяснять основу, чтобы сказать, как мне узнать основную истину для более сложной модели, да, так что это в основном. Тот случай, когда ваши модели просты, и вы способны это сделать. Поэтому мы собираемся прийти к другому. Мы собираемся ослабить это предположение правильно. Так что это очень простой случай, когда у вас есть достоверная информация о модели. Мы потенциально можем использовать это на самом деле. В одной из наших статей я не думаю, что у нас слишком много дискуссий по этому поводу. Но мы можем создавать синтетические наборы данных, которые как бы создают эти островки точек данных, которые являются. Отойдите подальше и установите линейную модель на каждом острове, чтобы мы точно знали, что на этом острове точек данных работает одна линейная модель, и это даст вам основную истину. Функция важна для этого острова, и у нас есть некоторые правила и условия, которые необходимо выполнить. И любая точная модель, которую вы тренируете на этих синтетических наборах данных, мы должны будем уважать эти функции, важность которых во всем этом. Вы правы, но это возможно только потому, что мы умеем правильно генерировать синтетические наборы данных. Так что теперь мы переходим к следующему состоянию, когда у нас нет обоснованной истины, кроме самих наших объяснений. Правильны ли модели? Так что, например, Lime в основном подгоняет линейную модель к какому-нибудь местному району. Таким образом, если объяснение само по себе является моделью, мы можем в основном взять модель объяснения, а затем получить прогнозы этой модели на примерах в местном районе. И мы можем сравнить, как эти прогнозы совпадают с предсказаниями базовой модели. Итак, у вас есть одна модель, которая является вашей моделью объяснения. У вас есть одна модель, которая является базовой моделью. Сравните, какая доля предсказаний этих двух моделей совпадает в данном локальном районе. И чем выше совпадение, тем точнее объяснение. Это одно из представлений о верности, когда ваши объяснения сами по себе являются образцами. Итак, теперь вопрос в том, что если у нас нет никакой достоверной информации, и что если объяснения, которые мы рассматриваем, не могут рассматриваться как модели, дающие прогнозы. Для этого у нас есть, опять же, несколько хитростей. Итак, одна из основных идей здесь состоит в том, чтобы удалить важные функции, обозначенные в объяснении, и посмотреть, что произойдет. Так, например, вот изображение, и мы построили на нем некоторые объяснения, и в соответствии с объяснениями есть куча важных функций. Продолжайте удалять их с этого изображения правильно, так что продолжайте удалять важные функции одну за другой с изображения, и посмотрите, как падает вероятность предсказания. И в некотором смысле, если удалить 5 главных важных функций, судя по изображению, данное объяснение вызывает большее падение вероятности предсказания, чем некоторые другие объяснения 5 главных особенностей. Первый вариант лучше, потому что эти важные функции каким-то образом улавливают большую прогностическую силу, верно? Так что в этом и заключается идея, по сути, да. Что вы подразумеваете под удалением? Так что если вам нравится, я имею в виду. Если вы измените цвет, да, это станет другой картинкой, а не такой, как если бы вы на самом деле не удаляли, да-да. Так что в каком-то смысле именно здесь в картину входит понятие распределения фона. Так часто для каждого набора данных у людей в основном есть. И это может быть выбрано либо путем поиска данных, либо путем просмотра данных, либо с использованием некоторых вычислительных методов. Но по сути вы как бы придумали в этом наборе данных, учитывая природу изображений, возможно, заменив что-то черным цветом и удалив эту функцию кавычки без кавычек. Так что это один из способов подумать об этом по-другому. Подумать об этом, если такое понятие распределения фона не получается естественным образом. Это часть значения этих пикселей. Итак, у вас есть некоторые значения рак просто добавляют к ним кучу шума. И когда вы добавляете этот шум, ваш прогноз должен измениться, если эти функции важны, верно? Да как вы думаете, это способ удалить влияние пикселя удаления из этого эксперимента, от которого это зависит?
Так типично, как я и говорила. Подумайте об этом так, как для каждого набора данных может быть какое-то фоновое изображение, которое в основном похоже на изображение без сигнала, верно? Так что если мы сможем добраться до этого, то вы действительно удаляете функцию. В противном случае вы просто меняете то, что у вас там есть, на что-то другое, но идея остается той же самой. Если какая-то функция важна, и если вы испортите это, прогноз должен радикально измениться, так что это одна часть, а затем другая часть. Вставка или добавление важных функций и наблюдение за тем, что произойдет. Так, например, если это фоновое изображение. Итак, по сути, вы продолжаете добавлять функции, а затем видите, насколько сильно меняется вероятность предсказания. Правильно, в каком-то смысле я бы подумала об этом так. У этого есть две стороны, правильно? Так что берите важные функции и нарушайте их. И если вы действительно нарушаете важные функции, ваши прогнозы должны измениться. Альтернатива — это часть их неважных функций. Если ваш прогноз меняется, то это плохо, потому что вы являетесь важной функцией, передающей правильный сигнал. Так что это примерно два способа мышления о том, как оценить достоверность объяснений. Но при проведении этой оценки я думаю, что полезно думать о ней как о сравнительной. Так что я не знаю, будет ли это абсолютно хорошо, если я получу некоторое снижение вероятности. Но если есть два объяснения, где вероятность одного из них выше, чем у другого, когда я удаляю важные функции или нарушаю их, то это объяснение лучше, чем другое. Так что оно, по крайней мере, поможет вам определить место. Объяснение относительно с точки зрения их достоверности в порядке, так что следующий аспект — это стабильность. Так что постспециальные объяснения стабильны по отношению к небольшим входным возмущениям, верно? С этой целью это была одна из первых предложенных метрик. И идея, которая здесь происходит, заключается в том, что вы вычисляете максимальные изменения в объяснении относительно изменения в экземплярах. Итак, если вы возьмете пример z-части его немного и проделаете это несколько раз, а затем вычислите максимальное изменение в объяснении, деленное на изменение точек или расстояние между точками. Таким образом, вы в основном получите значение максимально возможного изменения объяснения в данной окрестности малого шара эпсилон. Таким образом, чем выше это значение, тем более нестабильным считается соответствующее объяснение, так что это одна часть, которая является показателем. Так что теперь есть куча других вопросов, которые вроде как возникают здесь, так что если базовая модель, она сама по себе нестабильна в том смысле, что если я внесу небольшое возмущение до такой степени, что прогноз самой модели изменится, то в этом случае мое объяснение должно измениться правильно, как будто оно просто отражает поведение модели. Поэтому для учета этого в некоторых наших недавних работах есть еще пара показателей. Итак, во-первых, вы также учитываете в знаменателе изменения вероятности прогнозирования результатов. Вы фактически учитываете изменения в промежуточных представлениях модели, поскольку вы как бы возмущаете экземпляры, не так ли? И изменение в вашем объяснении должно быть пропорционально некоторым из этих изменений, и именно тогда оно считается стабильным, потому что вы также учитываете свойства моделей. Так что справедливость объяснений пост-хок действительно справедлива пост-хок. Объяснение сводится к тому, чтобы взять все ваши показатели верности, показатели стабильности и вычислить среднее значение этих показателей для группы большинства. Путем усреднения всех этих показателей или примеров в группе большинства и группе меньшинства, и посмотреть, отличаются ли эти два средних значения статистически значимым образом, верно? Если есть разница, то в этом потенциально есть несправедливость. Потому что, например, подумайте о ситуации в сфере здравоохранения, где есть куча объяснений для мужчин и куча объяснений для женщин. О том, как им правильно ставят диагноз болезней, если объяснения женщин выглядят правильными, но на самом деле неверны. Они неверны. Врач может просто положиться на них и принимать решения в соответствии с ними, и понятия не иметь, что эти объяснения на самом деле неверны, в то время как объяснения одной группы верны. Таким образом, это может вызвать всевозможные проблемы на практике, так что это тоже нежелательно в каком-то смысле. Таким образом, ваша точность в разных подгруппах, о которых вы заботитесь в отношении объяснений, не должна существенно отличаться.
Так почему же и когда может произойти такая несправедливость? Или вам не нужно приводить весь набор достаточных условий, кроме любой интуиции относительно того, когда может произойти такая несправедливость? Итак, когда объяснения могут быть более точными, скажем, для мужской подгруппы, и менее точными для женской подгруппы, когда это происходит, да, данные по одной подгруппе. Вы имеете в виду, что везде, где есть искусственный интеллект, вы думаете, что находитесь как бы на поле боя, так что отсутствие данных об одной подгруппе, любые другие мысли окей. Так как насчет того, чтобы мы подумали об этом сценарии. Например, предположим, что мы используем линейную правильную линию, так что же делает Лайм? Лайм пытается подогнать локальную линейную модель в каждой точке, что объясняет его прогноз прямо сейчас, когда эта локальная линейная модель более точна для одного. Группа больше, чем другая, так что, возможно, базовая модель на самом деле является линейной моделью для экземпляров в одной подгруппе. И на самом деле это не линейная модель для экземпляров в другой подгруппе. Так что потенциально различия в мейлоидном сервисе и способности ваших методов объяснения захватывать эти поверхности модели могут привести к... Это несправедливость, так что на самом деле в этом нет ничего особенного. Дело в том факте, что вы пытаетесь подогнать линейную модель. Теперь ваша базовая модель линейна в некоторых частях пространства объектов и не является линейной. В других частях так, что вы просто лучше подходите друг к другу в одних частях, чем в других. Вот тогда-то и может произойти несправедливость. Но важно помнить о чем-то подобном, потому что это может повлиять на то, насколько правильны ваши объяснения. Хорошо, так что это то, что... Мы только что рассмотрели это ранее, просто как бы возвращая это на передний план. Потому что мы собираемся поговорить о интерпретируемости и о том, как оценить ее для постспециальных объяснений. Так что первое — это, по сути, прямое моделирование. Таким образом, по сути, вы покажете пользователю новую точку данных. Пользователь также может иметь доступ к прошлым прогнозам и объяснениям, но для этой новой точки данных вы в основном показываете объяснение пользователю, а затем пытаетесь заставить пользователя угадать прогноз модели на основе этого экземпляра и его объяснения. А вы сравните точность пользователя. Или, скорее, вы сравните метку, присвоенную экземпляру, где находится пользователь, с меткой, присвоенной моделью. Так что если они оба совпадают, значит пользователь точен или он способен смоделировать модель. Так что это было сделано в одном из исследований Microsoft Research, так что, по сути, они показывали людям примеры своих соответствующих объяснений и пытались задать им вопросы типа что. Как вы думаете, будет ли эта модель предсказывать? Насколько вы уверены в том, что модель предсказает это и так далее? Итак, это те задачи, которые люди обычно выполняют в этой ситуации правильно, или есть еще что-то вроде задач следующего уровня сложности, где вы будете проверять эффективность совместной работы с человеческими ошибками. Итак, еще раз, как некоторые из вас указывают на нижестоящие приложения, полезны ли эти объяснения для принятия решений там, где алгоритмы сами по себе ненадежны? Так, например, есть некоторые исследования, которые в основном так и делают. Это касается таких задач, как обнаружение обмана, то есть выявление поддельных отзывов в интернете. Итак, если вы дадите объяснение людям, как они выявляют поддельные отзывы в интернете, поможет ли это правильно, так что это была именно та задача, которая была выполнена. И да, результаты некоторых из этих тестов. На самом деле люди действительно нашли положительные результаты для этой конкретной задачи. Или исследователи обнаружили, что с объяснениями люди смогли идентифицировать поддельные отзывы в интернете намного лучше, чем без них, так что это одно из наших недавних исследований. И это разрабатывалось в течение длительного времени, потому что это предполагает доступ к врачам и людям, которые на самом деле являются экспертами в области здравоохранения. Итак, что мы делали, так это пытались решить задачу прогнозирования, когда мы задаем группе врачей вопрос. Вопрос о прогнозе, который заключается в том, что я сообщу вам текущее состояние здоровья пациента. Запишите с точки зрения их текущих симптомов, их предыдущую историю болезни, семейную историю болезни и все такое прочее. И вы должны
должны предсказать, будет ли у этой пациентки, скорее всего, диагностирован рак молочной железы в течение следующих 2 лет прямо сейчас. Это не проблема диагностики, это проблема прогнозирования, верно? Поэтому мы в основном провели исследование примерно с 78 врачами, которые являются ординаторами по внутренним болезням в больницах Бостона, и каждый врач таков. В онлайн-исследовании пользователей каждый врач просматривает 10 записей пациентов из исторических данных и делает на их основе прогнозы, так что все это не является живым. Мы просто как бы издеваемся над ситуацией, с которой они могут столкнуться в своей практике. Но мы делаем это с использованием исторических данных. Так что мы нашли кое-что интересное. Так что если мы позволим только врачам делать этот прогноз самостоятельно, фактически без каких-либо моделей, и их точность точного прогнозирования шансов кого-то заболеть раком молочной железы составит около 78%, если мы дадим им прогноз модели. Поэтому вместо того, чтобы просто обращаться к врачу, мы говорим «хорошо этому человеку». Это ярлык группы риска с вероятностью 0,91, так что если мы дадим только этой части, а точность модели в данном случае составит около 89%. Мы обнаружили нечто очень интересное в совокупности. Точность врача наряду с предсказаниями модели на самом деле хуже, чем точность модели. И поговорим немного о том, почему. Но я думаю, что это не центральный момент данной дискуссии. Но тогда есть третье условие, когда был врач. Мы показали предсказанию вероятность предсказания, а также 4 главных важных признака, которые вошли в предсказание, где мы оценили их достоверность и выбрали метод, который давал наивысшую достоверность в соответствии с этим набором важных и неважных характеристик матрицы. Так что в этом случае точность значительно возросла. Итак, мы пытаемся провести это исследование в гораздо большем масштабе, но, по сути, это исследование с участием 3 врачей. Но задача достаточно близка к их повседневному принятию правильных решений, так что это одна вещь, которую я хотела. Хочу отметить и причину, по которой это может произойти. Потенциально есть также случаи, когда люди видят, что важными функциями являются такие вещи, как время встречи, почтовый индекс, некоторые из этих ложных функций, и в этих случаях врачи могут сказать, что я не хочу полагаться на модель, чтобы принять собственное правильное решение, да-да. Так что вы можете провести своего рода контролируемый эксперимент, в котором у вас может быть ваш врач. У вас есть ваш врач и вывод нейронной сети, но не то что. Нейронные сети говорят вам ввести случайное число и посмотреть, о чем догадаются врачи. Да, так что мы сделали это не с моделями предсказаний, а с объяснениями. Так что если бы мы могли просто случайным образом выбрать 4 лучшие функции и предоставить их врачу, это действительно помогло бы улучшить процесс принятия решений. Например, это просто концепция объяснения, или это правильное объяснение. И оказывается, что это правильное объяснение. На самом деле, то, что мы увидели, это если я просто выберу случайным образом 4 лучшие функции и скажу, что вот объяснение. И если врачи посмотрят на это и примут решение, основываясь на этом, их результаты будут намного хуже, чем иногда. Я думаю, мы пытаемся повторить это в разных больницах, но, по крайней мере, в одной больнице. На самом деле это хуже, чем было бы, если бы у них вообще был доступ к нулю. Так что плохие объяснения причинят очень сильный вред, так что такова мораль этой истории. Да, вы знаете, я вижу, как и первые 2, мои внутренние чувства, такие как всякий раз, когда врачи в чем-то не уверены, они склонны доверять кому угодно. Так что в основном они склонны доверять знаку, полному знаку. Правильно, я думаю, это должно зависеть. О том, уверена ли сама модель в предсказании или в том, что она делает, тоже правильно, но да, это хороший момент, да. В последней строке вы сказали, что даете объяснение важным функциям, но на самом деле они не важны. Особенности не в этом смысле ни одно из этих чисел не содержит плохих объяснений или случайно выбранных объяснений, так что увеличение на 90% нет, это не так. Это только точные объяснения, да хорошо, так что да, это были просто разъяснения. Мне нравится, как эти цифры поступают, хорошо, так что давайте немного уменьшим масштаб. И некоторые из вас уже упоминали о проблемах оценки такого рода интерпретаций или объяснений как сложных.
Так почему же? Потому что, во-первых, это на самом деле непрерывная работа, и с какими проблемами это связано. Необходимо иметь в виду одну вещь. Настройки параметров или гиперпараметры влияют на результирующие интерпретации или объяснения. Поэтому нам нужно быть очень осторожными с этими настройками. А то, что мы используем, потому что, например, в очереди, пока мы не смотрим на цель как таковую. Итак, целевая функция состоит из двух членов. Так что одно из них заключается в том, что она в основном пытается подогнать линейную модель, которая соответствует предсказаниям базовой модели. Второй термин — это обычный пользовательский термин, в котором он пытается уменьшить количество функций, для которых весовые коэффициенты отличны от нуля, не так ли? Так что, по сути, в зависимости от параметра компромисса, который вы там установили, вы можете получить разные ответы. Или, по сути, даже если вы измените количество возмущений, вы можете получить разные правильные ответы. Так что есть все эти вещи, которые необходимо иметь в виду, когда думаете о создаваемых объяснениях. Таким образом, один подход может генерировать различные объяснения в зависимости от правильных настроек параметров, которые вы производите или предоставляете. А во-вторых, как мы видели, существует большое разнообразие с точки зрения того, что является базовой единицей интерпретации. Что делает метод, например, существует множество методов, каждый из которых создает важность объекта, таких как методы, основанные на градиенте формы лайма и клена. Все те, которые дают вам некоторые цифры, указывающие на важность. Конечно, функции правильные, но они также используют для этого, казалось бы, разнообразные подходы. Например, один подгоняет линейную модель, другой пытается получить правильные значения, третий пытается вычислить градиенты, которые есть, пытается сгладить градиенты так, чтобы они были. Мы делаем много разных вещей правильно, поэтому, учитывая это разнообразие подходов и конструкций, таких как мы вообще думаем о сравнениях, нам приходится придумывать различные показатели, что также нетривиально, и исследования пользователей сами по себе могут быть непоследовательными, потому что на них часто влияет выбор формулировок пользовательского интерфейса для населения, которое вы рассматриваете. Если вы даете какие-либо стимулы людям для выполнения этих задач и так далее. Таким образом, все эти вещи следует иметь в виду. Вот почему некоторые результаты, которые мы обсуждаем. И я действительно говорю о том, почему мы получаем неоднозначные выводы о полезности или интерпретируемости некоторых. Один из этих методов именно из-за этого, так как это все еще продолжающаяся активная область исследований и все еще выясняется правильно. Поэтому я хочу просто немного поговорить о некоторых доступных в настоящее время методах с открытым исходным кодом. Инструмент для количественной оценки, так что ни один из них не предназначен для исследований пользователей. Так что это всего лишь количественные оценки, если вы думаете о изначально интерпретируемых моделях. Итак, есть этот интерпретируемый отчет на GitHub, а также онлайн-библиотека, которая может быть полезна с кучей изначально интерпретируемых моделей, включая гаммы, списки, наборы и все такое. Значит, существует куча библиотек Excel для разных вещей. Например, у Capcom и с Facebook есть множество реализаций различных методов объяснения пост-хок. Тогда есть некоторые бенчмарки, такие как Eraser. Хороший бенчмарк для объяснений по NLP. Итак, у нас есть эта библиотека, которая называется Open22, которая в основном похожа на 22 метрики. Все то, что мы обсуждали, современные метрики. У нас также есть несколько общедоступных информационных панелей для сравнения методов объяснения различных видов наборов данных и так далее. Так что использовать некоторые из этих фреймворков довольно просто. На самом деле вы можете использовать как OpenExcel, так и CentOS. С помощью 11 строк кода вы сможете оценить различные поддерживаемые методы объяснения. С помощью этих пакетов все идет правильно, но есть ли у нас правильные ответы, убедительные идеи и выводы — это другой вопрос. Я думаю, это займет некоторое время, хорошо. Так что у нас на самом деле немного больше времени. Поэтому я собираюсь перейти к следующей части, которая заключается в попытке обдумать имеющиеся у нас идеи поведения различных по своей сути интерпретируемых моделей и объяснений пост-хок. Методы в порядке, пока есть вопросы, извините. Может быть, я сделаю паузу, да, так что давайте предположим, что у нас есть изображение или что-то в этом роде. Если мы будем использовать объяснение самостоятельно, очень часто мы получим совсем другие результаты. Возможно, отличный вопрос. Итак, ваш вопрос в том, используем ли мы разные методы объяснения, если я получу разные результаты. Что я делаю правильно — это отличный вопрос. Мы собираемся немного коснуться этого в этой части.
Да, хорошо, да, но это не обязательно значит, что это плохо, но вы чувствуете себя самим собой. Зачтите одну конкретную строку эссе, и мы должны получить разные результаты, потому что у нас может быть несколько объяснений одной и той же вещи. То есть вы хотите сказать, что разные методы дают разные ответы, которые не обязательно должны быть плохими? Да, даже при использовании одного и того же метода, скажем, несколько разных методов, например, мы используем линию и используем разные вариации, вы получите разные объяснения. Да, это не значит, что линия плохая или что-то в этом роде, потому что я имею в виду, что у нас может быть несколько объяснений, верно? Так что ваш вопрос в том, даже если я просто использую линию, и если я просто установлю количество возмущений на разные значения, если линия дает разные объяснения, почему это плохо, не так ли? Так что мы скоро к этому вернемся. Значит, в этом конкретном аспекте есть что-то нечеткое. Если я установлю количество возмущений на разные значения, если я получу разные объяснения, наиболее вероятный ответ. Метод объяснения не сошелся к ожидаемому объяснению. Так как же нам думать об этом, конечно, если вы измените параметры, такие как, например, лямбда, которая уравновешивает член регуляризации с последним членом, и так далее, тогда вы можете правильно получить разные объяснения. Так что у одного меньше ненулевого коэффициента, связанного с функциями, которые более точны с точки зрения подходящей модели, и так далее. Но мы перейдем к обсуждению именно этой следующей части, хорошо, так что давайте перейдем к этому. В последнее время большое внимание уделяется анализу поведения методов пост-хок объяснения. И есть множество эмпирических исследований, анализирующих достоверность и стабильность, состязательность, полезность методов пост-хок объяснения, и множество таких исследований также демонстрируют ограничения существующих методов пост-хок объяснения, так что это очень активная область исследований. Лично я очень увлекаюсь такого рода эмпирическим и теоретическим анализом, который составляет часть нашей текущей работы. И мы поговорим о некоторых теоретических результатах и эмпирических результатах и так далее. Так что на самом деле эта статья Джулиуса Адибая вообще за 2018 год. То, что они пытались проверить, в основном состоит в том, что они пытались понять, хороши ли объяснения на основе градиента, которые в основном представляют собой входной градиент. Время ввода, градиент, плавная грамматика, интегрированная сетка — все то, о чем мы говорили. Итак, они проверяли, хороши ли эти объяснения, и тест, который они провели, состоял в том, что они начали рандомизировать параметры модели глубоких нейронных сетей, начиная с самого верхнего слоя. Это ближе к слою Softmax и вплоть до нижнего слоя, так что поскольку они рандомизировали каждый слой, они поняли, что объяснения на самом деле не меняются с помощью этих методов, особенно парочки из них. Я думаю, что даже при вводе с градиентным временем эта проблема существует, но она более выражена в некоторых других методах, что в основном означает, что независимо от параметров вашей сети, каким-то образом эти методы пытаются дать вам один и тот же ответ. И это особенно происходит с некоторыми из этих методов, потому что я думаю, что некоторые из вас уже указывали на вашу дискуссию там. Таким образом, некоторые из этих методов пытаются направить или сместить сгенерированные объяснения к чему-то, что, скорее всего, будет интуитивно понятным для пользователей. Потому что часто люди говорят: «О, мы должны понять». Объяснение, которое менее шумно, более содержательно. Все это удивительно, но удивительно только тогда, когда ваша модель тоже делает это правильно. Но и если ваша модель этого не делает, и вы как бы направляете свои объяснения, чтобы сделать это, тогда у вас будут красивые объяснения для модели, которая плохо, верно. Так вот, что происходит с некоторыми из этих подходов. Так что, по сути, они проваливают тест на рандомизацию параметров модели, и следующее, что они попробовали, это рандомизировать метки классов экземпляров. Поэтому они взяли свой набор данных, рандомизировали метки классов экземпляров и использовали другую модель. И даже это действительно не повлияло на объяснение. Так что это плохо. Так что в основном изменения в модели вообще не отражаются на изменениях в объяснении. Правильно для некоторых методов больше, чем для других. Правильно в основном те управляемые методы, которые используются нормально. Так что мы немного поговорили о стабильности, которую мы
Задайте вопрос, или, по крайней мере, мы видели эту метрику ранее, и мы подумали, что если объяснение пост-хок нестабильны по отношению к небольшим неконфликтным входным возмущениям, то получается, что такие подходы, как Line, могут быть нестабильными, поэтому эти подходы. Мы полагаемся на возмущения, основанные на возмущениях. В основном они создают возмущение экземпляра и пытаются подогнать под них модель, чтобы они с большей вероятностью были нестабильными, чем некоторые другие методы, основанные на градиентах. Так вот, это один из выводов одного из исследований, и это верно даже тогда, когда лежащая в основе модель, будь то предсказание или репрезентации, не сильно меняется, даже когда она не сильно меняется. Объяснение кардинально меняется, например, с некоторыми из этих методов. Я думаю, что один из вас только что поднял вопрос о ваших разных объяснениях того, как правильно использовать один и тот же метод. Поэтому я просто хочу немного осветить этот пример в одной из наших работ пару лет назад. Итак, что мы видим на этом изображении? Возможно, я сосредоточусь на последних двух снимках, поэтому базовая модель является нелинейной моделью. И на рисунке C количество возмущений велико, а на рисунке D количество возмущений низкое. Поэтому, когда количество возмущений велико, и если я продолжаю многократно повторять линию с одним и тем же количеством возмущений, я получаю примерно одинаковые ответы с точки зрения объяснения. Но когда количество возмущений невелико, и если я продолжаю повторять Line в одной и той же точке с теми же параметрами, я получаю различные ответы с точки зрения объяснений, которые Line выводит правильно. Это указывает на потенциальную возможность того, что при меньшем количестве выборок или меньшем количестве возмущений метод потенциально не сошелся. Таким образом, на возмущение влияет то объяснение, которое вы выбираете правильно. В то время как если вы увеличите это число, то этот шанс уменьшится, и вы, скорее всего, получите аналогичное объяснение, так что это один из возможных способов подумать об этом. Но если я думаю, что я пытаюсь донести мысль о том, что нам нужно быть очень осторожными при настройке параметров в этих методах, потому что такого рода проблемы могут возникнуть. Хорошо. Так вот о чем это говорит. Это важный вопрос, и это нормально, так что, возможно, есть проблема со слишком малым количеством возмущений, так что тогда вопрос в том, каково оптимальное количество возмущений. Вот некоторые из недавних исследований, которых я коснусь, поскольку мы думаем о некоторых будущих направлениях. Хорошо, некоторые выводы верны, поэтому в некоторых недавних работах также было выявлено, что объяснениями пост-хок можно легко манипулировать, поэтому просто покажу вам пример. Итак, вот исходное изображение, вот сгенерированное объяснение, вот обработанное изображение. Вы как бы очень слегка изменили его почти незаметным для человеческого глаза способом. И это правильное объяснение, так что в каком-то смысле для тех из вас, кто знаком с литературой по состязательным примерам для общих моделей машинного обучения, аналогичной той, что приведена в пояснительной литературе, так что, по сути, это статья. А также в следующей статье они пытаются сделать что-то очень похожее, что они пытаются сделать. Это найти наименьшее возмущение входного изображения, которое может помочь максимально изменить объяснение, а также как бы привязать его к некоторым вводящим в заблуждение объяснениям, которые противник хотел бы, чтобы подход был правильным, чтобы это возможно. Это, конечно, выполнимо. Будут ли противники иметь такой доступ на практике или нет, это отдельный вопрос. Но если бы вы были противником с большим контролем и могли управлять всеми этими вещами, потенциально могли бы это сделать. Итак, еще одна из наших недавних работ была в основном посвящена попытке разработать атаки на строительные леса, чтобы скрыть зависимость классификаторов от определенных плохих функций. Итак, по сути, то, что вы видите здесь на этой картинке, заключается в том, что мы создали предвзятый классификатор, который, по сути, полностью использовал пол для принятия решений по точкам выборки данных в данных. Распространение, а затем атака. Я немного расскажу о том, что это за атака. Но как только мы проводим атаку, это объяснение генерируется Line, и Line полностью думает, что мы используем какую-то низкоскоростную функцию в качестве основной функции. Так что она даже не обнаруживает, что используется пол. Преимущественно аналогичная вещь Sharp. Он не может определить, что используется пол,
Преимущественно он думает, что используется какая-то другая невинная безобидная функция. Так что же мы здесь сделали? Я немного объясню атаку. Но по сути эта атака использует одну интуицию о поведении Лиама и Шарпа. Так что пока мы говорили о возмущениях в линии, начальная версия линии по сути делает бинарные возмущения тем, что я имею в виду. Таким образом, он как бы преобразует входное пространство объектов во что-то просто двоичное, так что каждый объект будет иметь значение 1 или 0. И когда он совершает возмущение, он в основном один раз переходит к нулям, выбирая объекты случайным образом, которые имеют значение 1. Так что он просто переворачивает единицы и нули, когда он создает возмущение, и при этом происходит следующее. Если бы я решил это на самом деле с помощью набора данных Compass. Мы взяли экземпляры набора данных Compass, сделали ПК, спроецировали их на эти два измерения. Первое измерение ПК по оси X, второе измерение по оси Y. И вы можете видеть исходные составные экземпляры в синем цвете Composite. Это набор данных, который люди часто используют в этом сообществе для размышления о задачах уголовного правосудия. Например, верно, у него есть своя доля проблем. Но тем не менее, это популярный набор данных. Таким образом, синий цвет — исходные экземпляры из данных, а красные — возмущения, сгенерированные Лайманом Шарпом. Так что вывод из этого состоит в том, что многие возмущенные точки данных на самом деле не распределены. Так вот, что происходит. И я думаю, что на самом деле это перекликается с вопросом или дискуссией, которые некоторые из вас также упоминают. Так почему же я говорю это? Потому что я действительно могу построить точные отдельные классификаторы, которые могут красиво отделить точки, являющиеся возмущениями, от точек, которые есть в данных. Значит, они отделимы друг от друга, так что в каком-то смысле они отчетливо воспринимаются, по крайней мере, моделями. Так что из-за этого интуиция здесь заключается в том, что именно это может как бы использовать это понятие или интуицию и построить классификатор, который сильно предвзят в точках выборки данных и беспристрастен в выборках из распределения верно. Итак, если я просто создам классификатор, который полностью использует расу или пол в точках выборки и использует ставку по кредиту, доход и другие законные характеристики для возмущений вне выборки, то факт, что эти подходы основаны. Столь сильное влияние возмущения означает, что они не смогут увидеть, что происходит в выборке, они просто предположат, что модель просто делает то, что она делает, или не учитывает возмущение выборки, так что это в основном атака или интуиция, стоящая за ней. Таким образом, по сути, вы можете думать об обстановке так, как будто противники хотят использовать какой-то предвзятый классификатор в реальном примере. Этот классификатор будет просто использовать расу для принятия решений. Таким образом, злоумышленник должен предоставить клиентам доступ к черному ящику, а регулирующие органы, которые могут использовать специальные методы, такие как Lime или SHAP, в соответствии с требованиями GDPR, должны предоставить эту ось запросов. Таким образом, цель разнообразия состоит в том, чтобы обмануть методы постспециального объяснения и скрыть лежащие в основе этих моделей предубеждения. Таким образом, с этой целью, по сути, разнообразие может создать такой классификатор, где, если точка находится в распределении, состязательный классификатор вернет метку предвзятого классификатора, если точка не находится в их распределении. Что выходит за рамки возмущения распределения, состязательный классификатор вернет выходные данные непредвзятого классификатора, который правильно использует законные функции. Так что такого рода атака на строительные леса уже может обмануть многие из подобных алгоритмов, так что мы обсудили это хорошо, так что еще раз. Вещь, которую мы слегка затронули, это то, что были также исследования, которые вроде как показали, что объяснения могут быть очень чувствительны к случайным высоким гиперпараметрам, включая случайные семена. Так что мы прошли через некоторое количество возмущений и так далее, но случайные семена и даже такого рода, размеры патчи и так далее, эти гиперпараметры также будут влиять на виды объяснений, которые вы генерируете, и важно иметь это в виду, когда мы думаем об этом. Но, кстати, чтобы не делать это суперскандальным, подобные вещи, вероятно, справедливы для многих вещей, которые мы делаем в области машинного обучения, что на самом деле не помешало нам делать это в любом случае, так что здесь нет злодея. В пояснениях пост-хок я думаю, что именно так обстоят дела в этой области.
И продвигаясь вперед, совершенна ли она на самом деле, не знаю, но таков статус-кво. Это не относится конкретно к объяснимости, я просто хочу это сказать. Итак, это одно из наших других исследований, которое фактически намекает на то, на что некоторые из вас указывали, а именно. Таким образом, мы, исследователи машинного обучения, думаем о том, что означает объяснение и что эксперт в предметной области давайте. Скажем, в сфере здравоохранения или юриспруденции можно придумать объяснение правильности значения. Так что, например, то, что мы сделали, было похоже на простое онлайн-исследование пользователей из группы студентов юридического факультета Гарварда. Задача состояла в чем-то вроде вынесения решения об освобождении под залог. То есть существует классификатор, который в основном предсказывает, достаточно ли кто-то рискован, чтобы быть освобожденным под залог, так что рискованен он или нет. И мы сделали так, чтобы это был классификатор. Так что это настоящий классификатор, он зависит от расы. И он явно дискриминирует. Это очень плохой классификатор. И мы создали для этого высокоточное глобальное объяснение, вводящее в заблуждение. Так что, по сути, мы позаботились о том, чтобы при построении этого объяснения были удалены все признаки, такие как раса и пол. Мы так и поступаем, если вы, ребята, помните. Итак, ранее мы строили глобальное объяснение, используя правила, и это объяснение, построенное с использованием одного из этих подходов, оно будет очень точно приближено к этому. Итак, если вы возьмете предсказание, совпадающее с любыми предсказаниями, которые оно делает, точно совпадет с предсказаниями, сделанными этим. Но если вы считаете, что оно опирается на другие функции, не так ли? Итак, что мы сделали, по сути, взяли группу студентов юридического факультета, назначили некоторым из них увидеть этот истинный классификатор, назначили некоторым из них увидеть это объяснение, а затем задали им вопрос, делает ли это ваш классификатор или я. Думаю, более точный вопрос заключался в том, если бы здесь было объяснение, сгенерированное с помощью современного метода для базовой модели, доверяли бы вы этому настолько, чтобы развернуть или, по крайней мере, рассмотреть возможность развертывания такого рода модели, что неудивительно, если вы покажите эту модель. Большинство из них сказали, нет, это плохо, это использует расу, это использует пол, это не так, это неправильно. Но если мы покажем, что они говорят, окей, похоже, что я использую разумные функции, которые я использую до того, как я использую предыдущие аресты. Я использую сэр, это криминальный статус человека. Таким образом, в нем используются все функции, которые я бы использовала. Так что да, почему бы, по крайней мере, не рассмотреть возможность правильного развертывания? Так что это снова своего рода разрыв между тем, что они предполагают, что объяснение будет в некотором смысле причинно-следственным, по крайней мере, в отношении модели. Но ведь не все объяснения строятся так, верно? Так вот в чем проблема. Так что на самом деле люди, скорее всего, будут доверять базовой модели с таким объяснением в разы больше, чем базовой модели с таким объяснением. Так что есть также множество других исследований, которые в основном демонстрируют, что постспециальные объяснения могут внушить чрезмерное доверие. Так, например, есть хорошее исследование, проведенное Microsoft Research и Харманприт Каур. Так что они показали, что эксперты по предметной области и конечные пользователи, во-первых, не совсем понимают, что делают эти объяснения, а во-вторых, прежде всего, всякий раз, когда есть объяснение, они как бы чрезмерно доверяют лежащей в основе модели, независимо от того, какое объяснение является правильным. Так что в каком-то смысле они действительно провели эти интервью с учеными, занимающимися обработкой данных. А ведь есть несколько интересных кодов. Но по сути, из своих исследований они как бы делают вывод, что участники доверяют своим инструментам из-за их причудливых визуализаций. И они хорошо документированы пакетами GitHub, если говорить прямо здесь. Вот несколько цитат из этого исследования. Думаю, позвольте мне посмотреть, какая из них хорошая. Так что да, например, этот последний инструмент показывает визуализацию модели ML, чего не делает ничто другое, с чем я работала. Она очень прозрачна, и именно поэтому я доверяю ей больше. Поэтому я думаю, опять же, существует большой разрыв между тем, как, по моему мнению, исследовательское сообщество думает о интерпретируемости, и тем, как практикующие специалисты. Даже специалистам по обработке данных вам не нужно обращаться к врачам, судьям или адвокатам.
так как даже специалисты по обработке данных не полностью понимают, что делают эти подходы. И существует огромный риск того, что они чрезмерно доверяют некоторым из этих вещей, Кейт. Хорошо, так что я думаю, может быть, я немного расскажу об этой части. А затем мы сможем сделать перерыв, так что тогда возникает вопрос полезности, так что часто, когда мы мотивируя это интерпретациями или объяснениями, мы в основном говорим, что это полезно, например, для отладки. Итак, одно из исследований, проведенных в рамках задачи прогнозирования цен на жилье, в основном демонстрирует, что рабочие механики Amazon не могут реально использовать коэффициенты линейной модели для выявления или диагностики ошибок, которые модель допускает правильно. Но тогда вы могли бы возразить, что это очень широкая популяция. Они могут даже не очень хорошо интерпретировать эти коэффициенты или модели, что разумно. Но похоже, что это наш вывод правильный. И точно так же я думаю, что есть еще одна статья, вышедшая в 2020 году, которая показала, что в конкретной задаче классификации пород животных пользователи, знакомые с машинным обучением, полагаются на метки вместо карт значимости для правильной диагностики ошибок модели. Но, тем не менее, есть одна вещь, к которой я бы посоветовала отнестись со щепоткой соли. Таким образом, доказательства на данном этапе действительно неоднозначны. Поэтому в некоторых случаях мы видим, что эти интерпретации модели или объяснения повышают ценность и улучшают что-то в процессах принятия решений. В некоторых случаях мы видим прямо противоположные доказательства. Я думаю, именно поэтому я также подчеркнула в одном из наших предыдущих вопросов, что, по-моему, существует необходимость в более четкой характеристике. Существует необходимость в более стандартизированных экспериментах и сравнительном анализе, чтобы, по крайней мере, мы понимали, что если я использую эти настройки, если я сделаю это именно так, то это тот результат, который я получу правильно, или при этих условиях это те результаты, которые я получу. Я думаю, что понимания в настоящее время нет. Это, конечно, развивающаяся область. Итак, мы все еще пытаемся выяснить, каковы наилучшие методы решения этих проблем, но в настоящее время доказательства в пользу или против этих подходов несколько неоднозначны. Так что я думаю, что сделаю паузу здесь, а затем мы можете продолжить эту дискуссию в 3 часа дня. Хорошо, спасибо вам, ребята. Хорошо, все в порядке. Хорошо, с возвращением. Все в порядке. Итак, это наш последний час или последняя часть сессии. Спасибо, что остались с утра. Так что я думаю, мы почти подошли к концу. Итак, давайте вернемся к тому, что мы обсуждали прямо во время перерыва. Поэтому мы говорили о полезности и думали о том, как постспециальные объяснения используются на практике, например, что люди находят и так далее. Итак, это опять одна из самых недавних работ, выполненных в 2022 году некоторыми студентами нашей группы. Итак, идея здесь в том, чтобы в основном подумать о том, что я думаю на абстрактном уровне. Мы все можем видеть, что различные методы постспециального объяснения порождают потенциально разные взгляды. Объяснения правильные, так каковы же последствия этого? Например, способны ли люди понять, что существуют эти различия, и правильно ли их воспринимать? Итак, то, что мы здесь сделали, было, по сути, куча исследований с практикующими специалистами по обработке данных, на этот раз работающими в некоторых технологических стартапах, которые на самом деле сосредоточены на объяснимости. Таким образом, существует прямая связь с точки зрения того, что эти люди как бы используют эти инструменты на очень регулярной основе. Мы провели кучу полуструктурированных интервью, таких как 30-минутные полуструктурированные интервью с примерно 25 данными. Ученые, а некоторые из них точно 84% из них, на самом деле сказали, что столкнулись с разногласиями между объяснениями, полученными этими методами почти на постоянной основе, что также интересно. Они на самом деле говорят, что они, как правило, работают не только с одним. Но существует несколько методов, когда они должны попытаться понять, в чем заключаются особенности или каково объяснение поведения модели для конкретной транзакции. Так как же они думают о разногласиях? Ведь мы говорим, хорошо, эти объяснения выглядят по-другому, в них есть что-то другое, но их можно точно охарактеризовать как несогласие. И по мнению этих людей, вот как они правильно думают о несогласии.
И это также сводится к некоторым показателям верности, которые мы видели изначально, когда говорили о том, есть ли основа истины, важность которой заключается в правильной модели. Таким образом, по словам этих людей, они считают, что объяснения противоречат друг другу, если главные черты в объяснении отличаются. Поэтому, если я попрошу список функций топ-кей, а два метода объяснения дадут мне разные ответы. Они считают, что разногласия и порядок среди лучших функций различны, и направление которое. Отличается ли положительная или отрицательная сторона вклада этих лучших функций, или даже относительный порядок определенных функций, представляющих интерес, отличается, так что хорошо. Так что теперь они говорят, да, мы видим много различий. Вот как мы думаем о различии, вот как мы думаем, что объяснения будут квалифицироваться как разные, не так ли? Так что же они делают, чтобы разрешить эти разногласия? Так что если вы запустите два метода, вы увидите разные ответы на то, что вы делаете правильно. На самом деле не столь оптимистичны, когда дают положительный результат один. Итак, мы провели исследование, чтобы на самом деле увидеть, как они разрывают свои связи или что они делают, чтобы исходить из этого сценария разногласий. Поэтому мы показали этим пользователям объяснения, которые расходятся в соответствии с их собственными определениями несогласия, и попросили их сделать выбор относительно того, какое объяснение они выбрали бы и почему. Поэтому они выбирают методы в связи со следующими факторами, связанными с теорией или временем публикации. Поэтому, если в статье больше теории в предлагаемом методе, который по какой-то причине становится более достоверным, правильным или авторитетным, чем другой, или если она опубликована совсем недавно, то это, скорее всего, правильно, или если объяснение лучше соответствует вашей собственной интуиции относительно того, что должна делать модель, то они потенциально выбирают такие объяснения или типы данных. Например, если это табличные данные, я, вероятно, буду использовать Лаймана Шепарда, а не канадца, это верно, так что вот несколько кодов. И как вы можете видеть, факторы, о которых мы только что говорили, как бы разбросаны по этим кодам. И вы их увидите, потому что там говорится, что Sharp — это более строгий подход, чем Line, поскольку у него есть теория, или, по крайней мере, в теории, правильные вещи в этом роде. Но аспекту, может быть, нам следует оценить достоверность этих двух объяснений и как-то сравнить их, или как насчет стабильности или справедливости. Таким образом, это не то, что они сделали бы, чтобы выбрать одно объяснение над другим, и это правильно. Так что в некотором смысле существуют пробелы между тем, как продвигаются исследования в этих областях. По сравнению с тем, как практикующие врачи берут все эти инструменты и пытаются что-то с ними сделать в своей повседневной работе. И это похоже на то, что мы сталкиваемся со всеми этими проблемами, которые явно нежелательны. Так что это еще одна поучительная история, чтобы преодолеть разрыв между проводимыми исследованиями и сообществом практикующих врачей. Итак, подводя итог, мы увидели, что многие из этих эмпирических исследований являются анализом, показывающим, что некоторые методы объяснения не отражают или достоверно не отражают поведение базовой модели некоторых из этих методов объяснения. Можно легко манипулировать незначительными изменениями входных данных, которые могут вызвать большие изменения в объяснении. Особенно для методов, использующих возмущение, такие как линия, их полезность на практике — это то, о чем нам все еще нужно больше думать. Так что это одна часть всего. И в дальнейшем мы много говорим о методах объяснения или методах пост-хок объяснения. На самом деле, если вы помните, мы также видели эти веса внимания, которые подпадают под нашу категорию изначально интерпретируемых моделей. Они также не соответствуют значимой информации, что было еще одним результатом, который мы увидели правильно. И нет никаких исследований по слоям прототипов и добавлению их ко всему этому конвейеру глубокого обучения. Это означает, что, по крайней мере, здесь проводится разведка, так что мы знаем, что есть проблемы. Таким образом, есть области, где даже не ведется разведка, и, конечно же, это. Мы поговорим об этом немного подробнее в будущих исследованиях, хорошо? Так что давайте рассмотрим некоторые теоретические результаты как для анализа интерпретируемых моделей, так и для интерпретируемых моделей по своей сути. И постспециальные объяснения, когда дело доходит до изначально интерпретируемых моделей, вы потенциально увидите похожие или преимущественно два основных класса теоретических результатов. Во-первых, речь идет в основном о подтверждении оптимальности списков или наборов, которые изучаются с использованием определенных процедур. Поэтому, если я использую свой алгоритм и создам такой список правил или такой набор правил, я могу подтвердить, что это будет
В пределах этого многое оптимально, так что это один из видов теоретических, один набор теоретических результатов, которые вы увидите. И есть также некоторые более свежие результаты, в которых говорится, что в определенных настройках нет компромиссов между точностью и интерпретируемостью, что означает, что вы можете придумать интерпретируемую модель, которая достаточно проста, и она также будет самая точная модель, но хотя это хорошая отправная точка, эти настройки довольно ограничительные. Например, это похоже на RL с небольшими лабиринтами. Так что в такой обстановке люди показали, что торговли нет, но это явно не репрезентативно для многих. О реальных условиях, так что хотя есть предварительные результаты, я думаю, что есть возможности сделать гораздо больше, чем эти. Теперь давайте поговорим о теоретических результатах на сайте метода объяснения PostHoc. Так что это одна из статей, которая, я думаю, положила начало теоретическому анализу Постана. Специальные методы объяснения Гэри Утула, они провели этот анализ варианта Лайма, называемого табличной линией, который работает только с дискретными объектами, а не с непрерывными объектами. Итак, они показывают, что получили решение в замкнутой форме для средних коэффициентов, выводимых по строкам, когда лежащий в основе черный ящик представляет собой линейную модель. Таким образом, все эти результаты получены только тогда, когда сама базовая модель является линейной моделью. И они также показывают, что полученные коэффициенты пропорциональны градиенту функции, подлежащей повторному объяснению относительно линейной модели. Они показывают, что локальная ошибка суррогатной модели ограничена от 0 с высокой вероятностью справа. Таким образом, ошибка объяснения как бы ограничена от 0 с высокой вероятностью. Хорошо, так что это часть нашей работы по объединению некоторых из этих методов, которая, в частности, представляет собой известковую и гладкую сетку, что мы считаем на самом деле непрерывная версия Лайма, где возмущение происходит в непрерывном пространстве, а не в двоичном пространстве или дискретном пространстве. И мы показываем, что эти два метода фактически сходятся, и мы получаем одно и то же объяснение в ожидании. Итак, если у нас в принципе есть возможность генерировать конечное число возмущений и получать объяснение, то полученное объяснение будет как бы сходиться между этими методами. Но это не так уж пессимистично. Мы действительно можем получить это и с конечными выборками. Есть также такой результат, который мы также показываем. Так это то, что в ожидании полученные объяснения являются доказуемо надежными в соответствии с понятием непрерывности Липшица. Таким образом, по сути, вы можете дать некоторые гарантии стабильности или надежности этих объяснений в ожидании. И у нас также есть конечные оценки сложности выборки для количества возмущенных выборок или возмущений, необходимых для того, чтобы эти два метода сходились к их ожидаемому результату. Так, каково минимальное количество выборок, необходимых для того, чтобы эти два метода сходились к выходному результату с одним и тем же результатом. Так как же это будет выглядеть правильно? Итак, еще одна из недавних работ, в которых мы участвовали, и я очень взволнована именно этой, заключается в том, чтобы навести некоторый порядок во многих из этих постов. Специальные методы объяснения, которые существуют прямо сейчас. Поэтому в очень недавней статье мы показываем, что различные методы атрибуции объектов. И когда я использую это слово «методы атрибуции объектов», это методы, подобные непрерывному варианту Лайма. Sharp и все методы, основанные на градиенте, все они генерируют ту или иную форму признака важности правильной атрибуции признаков. Таким образом, мы показываем, что все они, по сути, являются локальными аппроксиматорами линейных функций, поэтому все они пытаются выполнить локальную аппроксимацию линейной функции. Но причина, по которой они не согласны друг с другом, как мы видели довольно часто за последний час или около того, заключается в том, что они используют разные функции потерь и разные определения местных районов. И это именно те различные определения местных районов и функций потерь, которые они принимают. Так что это, по крайней мере, попытка навести некоторый порядок в том, что все они в каком-то смысле едины. Но в то же время есть различия, потому что все они принимают свои собственные определения того, какую функцию потерь использовать, а затем как определить местный район. Таким образом, у нас также есть то, что называется теоремой о бесплатном обеде для методов объяснения. Учитывая, что все эти методы используют конкретное определение того, как выглядит местный район, ни один метод не может работать оптимально.
Во всех районах, потому что все они адаптированы к определенным определениям того, каким должен быть местный район, так что эта теорема в основном для меня интересна. А также я думаю, что она имеет больше последствий, так как каждый раз выходит новая статья. Люди демонстрируют производительность, которая, это превосходит все, что правильно. Так что этот результат в основном показывает, что ни один метод не будет работать во всех определениях того, что является правильным в местном районе. Так что утверждайте, что этот метод превосходит все. По крайней мере, в отношении определенных аспектов это не пройдет из-за этого теоретического результата. Таким образом, мы подошли к концу этого модуля, а затем мы собираемся подробнее обсудить открытые проблемы и будущие направления исследований в ближайшие 40 или 45 минут.